Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Мы уже почти 2 года живем в Германии. И за это время мы много раз пытались посчитать, сколько же нам нужно платить обязательных платежей в Германии, без которых нельзя жить здесь вообще. И сколько у нас будет оставаться денег после уплаты этих платежей. И вот только сейчас, друзья, когда мы отказались от помощи Джоб-центра, мы можем это сделать уже точно, не приблизительно, а точно. Я даже выписал здесь для себя в ноутбуке все данные. Покажи нашу квартирку сначала, да. Просто для того, чтобы друзья понимали, где мы живем. Те, кто еще не видел нашу квартиру, потому что мы показывали ее давно, покажи. Да. Сейчас будет небольшая экскурсия. Квартирка у нас совсем небольшая, как вы можете видеть. Тут помещаются только 2 кровати, шкаф, тумбочка с телевизором, ну и вот стол обеденный и рабочий стол заодно тоже. Причем, смотрите, открывается дверь, то есть без всяких коридорчиков, ничего, вот все, раз. И все, и тут уже люди коридор, и соседи, когда, допустим, приходят поздно, я всегда просыпаюсь, уже шум стоит, вроде как тебе в кровать кто-то зашел. Такое вот как бы общежительное жилье. Там у нас санузел, сейчас мы зайдем, а здесь небольшая кухонька, без двери, без ничего. Тоже, кстати, есть минус, потому что без двери, если вдруг что-то жарится, все запахи идут в комнату. Вот, тут у нас есть 3 шкафчика, микроволновка, хорошая такая быстрая печка, ну не печка, а плита индукционная, мойка, ну и немножко еще такой бытовой техники всякой, на которой можно готовить, парить, жарить. Вся мебель, все, что здесь есть, стиральная машинка, все здесь было. Мы сняли квартиру с мебелью, то есть это тоже в Германии важно, потому что иногда сдается квартира без ничего, ты должен за свои деньги еще что-то купить. Мы не покупали ничего. Мы купили вот эту тумбочку. Да, и телевизор. Ну да. Мы уже неоднократно рассказывали, сколько мы зарабатываем на YouTube. У нас получалось все это время около 2000 евро, это если брать в среднем. Но заработок на YouTube нестабильный, там все время идет вот такая синусоида, поэтому это опасный вид бизнеса и никому не рекомендуем. Еще уточни, 2000 евро брутто. Да, это брутто без вычета налогов. Сейчас, когда мы ушли от Джоб-центра, нам уже наша страховая медицинская компания сказала точно, сколько мы будем платить страховки за нас двоих. Ну и мы взяли, наконец-то посчитали, во сколько нам обходятся коммунальные услуги, точно посчитали, не приблизительно, как это было обычно. Самый большой платеж в жизни в Германии здесь получается это плата за квартиру и коммунальные услуги. Это самая большая цифра. У нас она получается 837 евро в месяц. И еще кроме этой суммы 837 евро в месяц мы должны оплачивать домашний интернет 25 евро в месяц, нашу телефонную связь. У нас оператор телеком, мы платим по 10 евро в месяц за каждый телефон, 2 телефона, 20 евро в месяц. Проездные на общественный транспорт, на все виды общественного транспорта 116 евро на двоих. Парковка машины нам обходится в 23 евро. Страховка машины нам обходится в 73 евро. И вот дошли до медицинской страховки, она нам обходится в 404 евро на двоих. Ну и есть такой небольшой платеж, как абонплата за содержание карточки или обслуживание карточки шпаркассы. Там 8 евро они взимают, но я все-таки скрупулезно записал в этот список. Это все обязательные платежи. В сумме получается 1506 евро в месяц. Мы должны каждый месяц есть, нету, вынь, отдай. Причем эти платежи в основном списываются автоматически с нашей карточки. Но мы должны иметь эти деньги на карточке. Причем официально иметь эти деньги, не просто положить, допустим, где-то ты там у тебя заначка лежит, ты положил на карточку и все. Нет. Любой приход на карту нужно будет потом отчитываться. Откуда, да. Это не левые ли эти деньги, где ты их взял, может это отмывание денег, а может у тебя есть какой-то другой источник дохода. Поэтому вот так, друзья. Если мы зарабатываем около 2000 евро брутто и 1506 евро нам нужно выложить ежемесячно, то
сами можете посчитать, у нас остается около 500 евро на жизнь, то есть на питание, на одежду, на поездки, ну, на съемки, которыми мы занимаемся, ну и еще, скажем, на ремонт машины нужно что-то там, всякие могут быть вещи, я не знаю, зуб выпал, тоже не бесплатно, страховка не покрывает эти 50 вещи. евро. То есть 500 евро в месяц у нас остается на жизнь, это мизер. Мы вообще не выживем за эти деньги. Кроме того, это же 2000 евро брутто. То есть в конце года нам посчитают и насчитают, может быть, не очень большой налог, 14% суммы прибыли, но это будет тоже сумма, может быть, около 1500 или 2000 евро за год, и это будет приблизительно от 100 до 200 евро плюс к этому основному списку обязательных платежей. То есть можно сказать, что мы должны платить в месяц обязательно с налогами уже около 1700 евро. Вот. Такая реальная картина жизни в Германии. И мы задумались... Это без еды, без да. вообще... И мы задумались над тем, где же их взять. Конечно же, друзья, вы нам сейчас все напишите в комментариях, что... Идите на работу! Да. Идите работать, и не будет проблем. Это правильно, но Виталика послали на работу на склад, и зарплата там была 1800 евро в месяц чистыми. Да. То есть получается... еще меньше, чем мы зарабатываем на YouTube. И это никакой перспективы нет дальше. То есть на YouTube да. есть перспектива, ты можешь там нарастить просмотры, а здесь уже перспективы нет. Здесь есть другая перспектива. В Германии, чтобы жить, два взрослых человека должны оба работать. Вот такая система, так построена система, что когда два человека работают, то жить можно. Когда один, то это... Желательно на заводе. Да, тут поощряется именно вот такой средний уровень зарплаты, у тебя тогда и налоги небольшие, и тебе тогда как бы не нужно сильно перенапрягаться, вся система построена так. Бизнес, как мы здесь завели, все нам говорят, что это не для Германии, это где-то еще. Но тем не менее, пока мы остаемся в Германии, и, друзья, я вам обещал подробно рассказать, за что мы в этой маленькой квартирке платим, сколько стоит куб воды. Сейчас перейдем уже к оплате воды, покажу вам наш санузел. Небольшой, но такой аккуратный, нам нравится, в принципе. Конечно, Ладе не хватает ванны, потому что в ванной это можно было посидеть, а в душевой очень неудобно. В Ирпене у нас была ванна, и мы накручивали там 18 кубических метров воды. Здесь мы всей воды накручиваем 10 метров. То есть ванна нам тут не по карману, все хорошо. Все хорошо. Отлично. Душ. Видите, какой? Вот такой вот он душик. Вот, друзья, счетчики на воду есть, поэтому мы решили, раз счетчики есть, то мы можем вычислить, сколько мы расходуем воды. Когда мы заселялись сюда, в эту квартиру, мы сфотографировали эти счетчики ровно 19 месяцев назад. Мы сделали снимок. И вот сейчас в середине мая, а мы заселялись в середине августа. Я сделал еще фотографию. 15 числа ровно. Да. И мы посчитали, сколько же мы расходуем воды. За эту квартиру мы платим 503 евро в месяц. Это только арендная плата. И еще коммунальные, вместе со светом, все расходы на коммунальные платежи у нас занимают 334 евро. За что эти 334 евро? Это тоже интересная тема. Мы до сих пор даже не знали, сколько стоит куб воды здесь в Германии, потому что у нас как бы есть общая сумма платежей, постоянная сумма, это 250 евро, в которые входит вода горячая, вода холодная, канализация и отопление. Да? И за свет, за электричество мы всегда платили сами с самого начала, поэтому мы эту цифру знали. В месяц мы накручиваем горячей воды 4,42 метров кубических. И мы узнали, сколько стоит приблизительно куб горячей воды, но это очень приблизительно, потому что хозяин нам не сообщает эту цену. Я не знаю, может он даже сам и не знает этой цены, потому что цена горячей воды зависит от цены холодной воды и от котла, который его нагревает. То есть есть очень разные котлы,
Есть Ну, экономные, есть не очень. От есть... 13 до 16 евро. Да. И мы посчитали по самой Средний. дорогой цене, по 16 евро куб воды, сколько у нас вышло? 70 евро в месяц. 70 евро в месяц мы употребляем только горячей воды на такую сумму. Вот. Холодной воды 6 кубов по По цене... 3 евро. По 3 евро. 3,06. 18 евро 36 центов мы платим за холодную воду. Существенно меньше, да. Конечно, И да. смотри, теперь канализация стоит по 3,14, да? 10,5 метров кубических. Это 32 евро 70 центов мы платим. Мгм. Получается, в сумме сколько мы за всю эту воду платим? Вместе вода и канализация стоит 121 евро 67 центов. В общем, реально мы накручиваем на 121 евро 67 центов. За отопление хозяин берет 120 евро в месяц. Вот. Получается, если приплюсовать 120 и 121, а мы платим 250 за это. То есть мы как бы платим немножко больше. Переплачиваем Да. ежемесячно. Ну и ничего, они просто перестраховываются. Мы могли бы воды и больше накручивать, да? Ну, по крайней мере, не будет перерасчета, потому что бывают такие ситуации, что если ты, допустим, накрутил больше, чем нужно, Да. то тебе потом приходит счет, и ты должен доплачивать. Доплатить, То есть да. у тебя и так денег нет, тебе еще приходит там 100-200 евро доплати за воду. И плюс к этой сумме сейчас мы в месяц тратим 86 6 евро на электричество. Мы живем в небольшом городке, который называется Гайслинген-ан-дер-Штайге. Он находится среди гор. Горы называются Швабский Альп. Посмотрите вот туда. Там вокруг горы, в той стороне тоже горы, везде горы. Мы как бы в такой лощине находимся, в низине. А Андерштайге переводится как на подъеме. То есть, по сути дела, отсюда, из этой лощины, есть подъем в сторону Ульма. Уютный городок немецкий. И мы здесь уже многих знаем, украинцев, которые живут тоже. И вот мы наслушались рассказов о наших соседях здесь, вот в таких домах. Кстати, почти все вот эти дома, которые здесь находятся, заселены иностранцами. Не украинцами, а очень разными иностранцами. Тут много очень арабских, марокканских жителей, африканцев, сирийцев. Я не знаю, откуда они все, но, в общем, разнообразные есть люди. Ну, когда мы встречаем украинцев, они нам рассказывают всякие истории. Так вот, мы хотим вам историю одну рассказать. Представлю самого персонажа. Я его видел, но лично не знаком. Он не украинец, но говорит на русском языке. Возможно, из России, возможно, из Беларуси или из Казахстана. И он точно здесь живет уже больше 3 лет. То есть приехал давно. И он говорит, что он платил за свет регулярно, пока жил. Но вышло так, что через какое-то время ему сказали: вы не платили за свет. Мы, конечно, пересказываем это со вторых уст, может быть, все было несколько не так. Короче, этот человек утверждает, что он платил за электроэнергию, но поставщик электроэнергии утверждает, что он не платил, и поэтому ему отрубили электричество. Возможно, он платил, но вводил какие-то не те цифры. Человек уже 70 лет. Да. Возможно, это было недоразумение, но в результате, короче, его заставили платить долг около 3000 евро. Потому что он долго, как бы, получается, не платил. Он отказался эти деньги платить, во-первых. Во-вторых, ему негде было их и взять. И нанял адвоката для того, чтобы судиться с поставщиком. Не разобрался, там что-то не так получилось. Но он был уверен, что он прав. Да. В общем-то, его суд оправдает. А оказалось наоборот, поставщик электроэнергии выиграл суд. И теперь этот человек, кроме того, что должен оплатить долг, который ему приписывают за электричество, и он еще должен теперь оплатить адвоката. На адвоката он взял кредит. Представьте, как попал бедный человек. Но это еще не конец истории. Кстати, история еще не закончилась, мы не знаем ее финиша. Но интересный момент случился, как он выходил, пытался выйти из положения, когда у него не было электричества. Он нашел в подвале, где есть... Ну, там, где счетчики, там все коммуникации находятся. Каким-то образом он подключился проводом на фазу и 0, и этот провод протянул к себе в квартиру. Я даже не представляю, как. Это все нам знакомо. По улице он это тянул или как-то
дырки сверлил, вряд ли дырки сверлил, наверное, по внешней стороне. Он живет не на первом этаже, очень изобретательный человек, да. Таким образом, он какое-то время обеспечил себе электричество в квартире, но, естественно, немцы это вычислили. И они однажды к нему пришли с полицией и с представителями поставщика электроэнергии и составили на него акт. Зафиксировали это все, в общем, как должно быть в Германии по правилам. И бедный человек снова оказался без электричества, а поскольку он еще и пожилой, у него случился то ли приступ, то ли еще что такое. И он сейчас вообще находится в больнице. Поэтому финала истории этой нету, но меня вообще удивляет сам факт вот таких вещей, как человек платил и потом проиграл суд. И потом вынужден был подключать этот провод. Учитывая, что Германия очень социальная страна, человек уже в возрасте, уже больной, мы не знаем до конца. Да, я думал, в таких случаях немцы поступают как? Если человек злостный неплательщик и не соблюдает законы Германии, его просто депортируют. Но нет, сейчас приведем вам еще один пример. В нашем доме, я когда-то показывал, живет тиктокер, который полдня кричит на марокканском языке, он марокканец. Пугает соседей, все вокруг, дети не спят. То есть это прям целая катастрофа в нашем доме. И на него не могли найти управу. Я так понимаю, на него жаловались за вот этот шум. И в конце концов ему пришло письмо, желтый конверт. А желтый конверт считается, это либо тебе приходит большой штраф, либо это даже извещение о депортации. О депортации. Мы лично его видели, этот конверт, он лежал вот там на почтовом ящике. Вот, да. И нам хаузмастер сказал, что это тиктокеру пришло как бы письмо с депортацией. Но на самом деле через неделю буквально, я думал, его уже нету, этого человека, а он там. И я слышал, как он поет снова, он свои эфиры на ТикТоке. Несмотря на то, что Германия очень, как серьезная сказать, страна, серьезная и в плане закона. Да, и очень такая жесткая и насчет штрафов, и насчет депортации, но в реальности получается не такая-то и жесткая. Вот, друзья, это, конечно, все как бы на уровне сплетни, это истории, которые до нас доходят. Но мы ждем продолжения, нам обещали рассказать, что будет дальше. Да, и тот, и другой человек, о котором мы вам рассказали, они в нашем поле зрения, поэтому мы, скорее всего, узнаем в будущем, что случилось, чем закончилось. Вам. А пока мы, друзья, идем к своей машине, сейчас сядем на машину и хотим заехать на гору. На горах здесь находится плато и там поля. И в прошлом году мы с Ладой ездили там, собирали клубнику. Есть даже видео у нас на канале, где мы собирали клубнику на поле. И мы подумали, а может быть уже выросла новая клубника в этом году. Нужно сейчас взять там маму. Такая вкусная клубника. Возьмем маму и поедем посмотрим. Мы пришли с мамой погулять в сельскую местность рядом с нашим городом, на горе. В прошлом году мы здесь рвали клубнику. Да, у нас есть цель, мы не просто еще погулять приехали, мы хотим посмотреть свежую клубнику, которая здесь, по идее, должна выращиваться, которую можно набрать просто за 5 евро, сколько хочешь. Посмотрите, мама сегодня в изделии своего производства, да. То есть эту шаль связала мама сама. Со спины. Да, и она специально одела, чтобы вам показать. Вот, так, вот мамусь, так, держись крепко. Я смотрю, ты ходишь не очень сильно. Давайте сейчас вот так завяжем все. А здесь какое-то фермерское хозяйство и к тому же еще магазинчик всяких разных декоративных изделий, я так думаю, для сада, для своего дома. Здесь, ну, сами видите, какие-то прикольные вещи, старые корыта. Может, это просто сделано для украшения этого двора, но тут есть цены на самом деле, поэтому это все продается. Тут я вижу, цветочки продаются по 2 евро горшочек, видите, желтенькие. Эти тоже продаются.
Вот эти сердечки ржавые, например, по 11 евро стоят, ничего себе. 11,50. Подковы продаются по 1 евро. Можно себе купить вот такую подкову, повесить где-нибудь на кровати. Цветочек 8 евро. 8 евро. А ты знаешь, какой это Дороговато. Я не знаю, что это за цветочек. Но Ольга Лукинична говорит, не надо, да? цветочек? Не надо. Не хочет. Нет, ну куда мы его денем? Как-то такое чувство, что нету еще клубники. Да. Либо ее вообще не будет. Смотрите, какие черпаки. Не нужно вам черпак какой-нибудь? Чего Хватает, да? Ничего. Он швейная машинка, смотрите. Как вот. В мясорубках клумбочка. Смотри, как. Видишь? Цветочек. Hallo. Алло. Straße runter, dann rein in den Ort und dann Richtung Hofstedt. Hofstedt. Hofstedt am Steig. Und da ist hinter draußen so ein kleiner Fußballplatz und da ist jetzt dieses Jahr. Wie viel Kilometer? Das sind von hier aus ein. 1 Kilometer? Ah, oh, okay. Das ist gut. Wunderbar. Kleine. Mama und Mama Kinder. und fünf Babys. Kinder. Hallo, Wenka. Ganz lieb. Ага. Auch richtig nicht im Nein. Wenn du Essen gibst, Aha. dann sieht Pferd Hand und will immer. Und ein kleines Kind kommt, dann kann dem nichts Fressen aus Hand geben. Ja, das ist gut. Mama, gut. Frau oder Diese Frau? Oma. Das ist Oma. Oma, Oma. 32, vorsichtig. Genau. Auch lieb. Wie viele Jahre Sie leben fertig? 50? Nein, so alt nicht. Normalerweise 30 schon alt. ruhige 35 35. manchmal, aber dann. ein bisschen traurig und Nein, die ist einfach ruhig. ruhig. Ist zu warm wieder für sie. warm. Sie mag es kühler. Wie alt? Und Gino 14. 14. Das ist jung. Mittel. Слушайте, ну нам здесь даже подарили цветочек. Сказали, что сегодня мамин день, и в связи с этим женщина подарила цветочек. Мы хотели дать деньги, хотя бы 5 евро, но она говорит, нет, ну как бы это, Ну да, не захотела. как бы мы, ну это уже не, давайте я буду нести, это еще пойдите, держитесь за меня. Вот так вот. В общем, нам провели экскурсию по Просто конюшне, обалденно. и мы узнали многое. Эти кони просто здесь живут, они уже почти все взрослые и старые. Там есть и кони, которым уже по 31 лошадь старенькая, ей 32, да, года, я так понял. Да, самая старшая бабушка 32 года, самый молодой 14. Мгм. И 32 это уже такой пожилой возраст, ей скоро уже, ну Типа скорее всего, она бабушка умрет. Да. считается, да, молодой, нет, не молодой, а 14 лет это средний возраст, вот так вот, в рассвете сил, то есть они все кастрированы, у них нету детей, они здесь просто живут, и иногда, ну, каждый день гуляют, едят траву, вот здесь вот выпасают их, то есть у них такая хорошая жизнь вообще на самом деле. Виталик спросил, а сколько же это стоит? Я спросил, да это ж дорого Да. содержать их, и она объясняла нам, но, видимо, специфические какие-то слова. Она четко Мы не объяснила, да как не бы, поняли. откуда деньги, да, или же мы не поняли просто. Вот в прошлом году вот на этих полях внизу была клубника. Сейчас там засеян какой-то ячмень или пшеница, и клубники здесь нету, но женщина сказала, что клубника в километре отсюда будет через месяц. Woke up outside in the rain today. Not a clue to where or how. Woke up alone, feeling blue today. What on earth do I do now?
наша центральная улица в Гайслингене. Некоторых людей раздражает, когда мы говорим, что наш город, наша улица. Ну, знаете, как, когда ты чем-то пользуешься, оно становится тебе родным, ты уже считаешь его своим. Конечно, это не принадлежит нам, мы здесь иностранцы, мы никто, но наше это просто На образ. определенный период времени это наш. Да. Then out on the back porch with the most striking blue, what on earth will she do now? Мы уже традиционно зашли с мамой в кафе для того, чтобы попить чаю с мороженым и для того, чтобы показать вам, чем мама занимается. Сразу про чай. Мы взяли 2 чая и 2 мороженого, потому что мама не хочет чая, а Лада не хочет мороженого, поэтому 2. И знаете, это все очень недорого здесь стоит, всего лишь 7 евро 50 центов Обалдеть. за вот эти 2 чая, 2 мороженого. Мы думали, это будет дорого. Нет, Дешевле, чем в Польше. да, это классно. Но смотрите, чем мама тут занималась, пока нас не было. Мама показывала игрушки свои. Это просто удивительно, Ольга Лукинична. Это вы за сколько времени все сделали? За последнее время мало. Я ж болела. Ага. Ну, пока нас не было, что вы сделали? Значит, зайка, Вот такой вот. Давайте. матрешка, А вы показываете. матрешка, ну вот, Вот, её. зайка. Вот еще зайка. Вот такая вот матрешка девочка. Принцесса без рта. Почему она без рта? Чтобы лишнего не говорила. Да? Понятно? Вот. И такая принцесса, Нечего болтать. молчаливая принцесса, без рта. Так, и я смотрю, вот это новая, да, игрушечка? Это тоже матрешка. Это дамочка с 19 века, посмотрите какая. Вот. Вот у нее такая шляпка, вот такая вот это, да, серьги. Посмотрите, серьги. Даже. Ольга, как вы их туда приделали? Кто вам такое вообще рассказывает? Ну, где вы берете идеи? Я что придумала. Вы сами это все, да, придумали? Ну да. Черепашка. Ну, Черепашка. это ж прикольно, это орех. Смотри, орех, который вот обвязанный, и черепашка вот в домике. А еще такое, смотри, корзиночка. Из чего сделана корзиночка? Из стаканчика. Просто из пластиковый стаканчик, вот так вот обвязанный с такими. Это все вы сами придумали. Ну, Мама. делать нечего. Ну, молодец. Просто я восхищена. Нашла себе развлечение. Все, а теперь мороженое попробуй. Я хочу, чтобы ты оценила, какое в Германии делает вкусное мороженое. Давай, сегодня в Германии день мамы. Мы тебя поздравляем, потому что ты мама. Ладу я тоже поздравляю, Лада тоже мама. Спасибо. А я папа просто, поэтому я просто посмотрю, как вы едите. Попробуй, это манговое мороженое. Вкусное. Вы еще не ели мороженое в Германии, по-моему, да? Ела только вы же меня разумно угощаете. А мы не помним, чтобы мы тебя мороженым Ну угощали. это мы дома ели, а в кафе мы первый раз мороженое едим. Мы дома ели мороженое, да. Мы покупали магазин, просто в Лидле, а здесь вкусно, здесь вкуснее, наверное, да? Ольга Лукинична, тут у нас все спрашивают, как мама, как ваше здоровье, расскажите. Ну, уже в последнее время. Глаз как? Смотрит. Смотрит, не болит, ничего не раздражается, то есть уже прошло, уже без капель, без всего. Все нормально, только когда ветер, когда слышно. Когда ветер сильный. Сумка, целушка.